Сделаем экскурс в сторону Павлограда в продолжение темы партизанщины, которую мы начали в видео об отряде Волобуева в Солонянском районе. И также мы подробнейшим образом рассмотрели, как в Московском лесу немецкие власти искали партизан. А Павлоград – это как раз конец этого леса, заглянем и сюда, чтобы закольцевать тему. И мы помним, что никаких параллелей и ассоциаций с сегодняшним днем. Тогда, в 1941 году, на смену коммунистическому режиму пришел немецкий. Один преступный режим сменил другой, с той только разницей, что над гитлеровским режимом свершился суд, а над сталинским до суда не дошло. И вы видите, к чему это привело. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Мы уже знаем, что в начале 1941 года НКВД создавал свои отряды под этикеткой партизанских. И в Солонянском районе это был отряд Волобуева, ссылка вверху, сформированный в августе 1941. И воевал этот отряд во взаимодействии с регулярными частями Красной Армии. Но когда от командира потребовали оставаться в оккупации, для чего же отряды создавали, то Волобуев оказался достаточно адекватным и распустил свой ЗИЦ-партизанский отряд в октябре 1941. Осознавая всю абсурдность этого мероприятия, которое закончится их неминуемой и, что самое главное, бесполезной гибелью. Павлоградский же отряд из-за того, что там был лес, целенаправленно начал свою деятельность именно в октябре, когда туда пришли немцы. А до этого времени они готовились, рыли землянки, завозили оружие и продукты. Но лес – это была по сути западня. Неужели они не понимали, что боеприпасы и еда когда-то закончатся? И потом в процессе моего исследования я поняла, что подпиткой должна быть для оружия трофеи, а еда и другая помощь от местного населения. И вот местное население – это и есть тот ключевой момент с точки зрения, как к нему относились противоборствующие стороны. Если немцы старались наладить жизнь, и мы помним, что когда они зашли в Соленое, то собрали народ и сказали, что надо срочно провести уборку урожая, чтобы не допустить голод, и обещали в этом вопросе полное содействие и организацию, то у партизанских отрядов НКВД цель была совершенно противоположная. Местное население для них – это еда, тепло, содействие, при этом нельзя допустить, чтобы оно привыкало к спокойной жизни. То есть местное население было весьма разнообразным, а не таким, как оно отражено в книге Нины Агафоновой «И восстал Павлоград», которая, кстати, зашкаливает употреблением терминов «предатели» и «провокаторы». Это невольное признание действительного положения дел. Тех украинцев, кто помнил репрессии и голодомор, их действительно было немало, и им советскую власть любить было не за что. Опять же, сидеть в ограниченном леске и воевать со всем миром, когда зима надвигается, это было практически самоубийство. Коммунисты подписались на это, защищая свою советскую власть, а население при смене режимов пыталось как-то выжить, причем все, как задуренная большевистской пропагандой, так и те, которые попадали перед этим под каток сталинских репрессий. Итак, в августе 1941 командиром Павлоградского партизанского отряда из 55 человек назначили 43-летнего Павла Кононовича Кабака. Принимал участие в Первой мировой, член ВКПБ с 1920 года. До войны работал на химическом заводе начальником электроцеха, а недолго перед самой войной директором Павлоградской горэлектросети. Комиссаром же отряда был на 2 года младше его Григорий Данилович Ковнат, который шел скорее по партийной линии. Закончил школу марксизма-ленинизма, курсы редакторов газет, курсы управляющих за год зерно, курсы подрывного дела, а до войны работал помощником прокурора в Павлограде. Такой вот зигзаг. Военное звание старший политрук. Как Кабак, так и Ковнат в совокупности имели боевой опыт, но давным-давно в царской и Красной армии. Командир Булаховского отряда Кучеренко рассказывал, что еще до прихода немцев в начале августа 1941 по указанию секретаря Павлоградского райкома Кондратьева и начальника районного отделения НКВД Селиковича из его отряда забрали 11 человек и отправили в колхозы сжигать скирды хлеба и сена.
Больше эти люди в отряд не возвратились. Я не знаю про этих, но изучая материалы, могу сказать, что это было не единичное явление, когда люди, видя тот ужас, которым их заставляли заниматься, не просто уходили или, как говорили, о них дезертировали, а даже наоборот шли служить новой власти. К этому их подталкивали сами коммунисты своими преступными приказами. Отряд Кабака практически действовал в связке с Новомосковским. По приходу немцев они забурились в свои землянки и начали портить жизнь как немцам, так и местному населению. Так Логвиненко рассказывал, как группа Скибы 16 октября уничтожила трактор, потому что видели, как селяне молотили хлеб. 20 октября группа Зернова в поле за селом Булаховка уничтожила молотилку, чем сорвала обмолот хлеба. Но это еще цветочки. 20 ноября отряд Скибы напал на колонну подвод с немцами у села Самарское, уничтожив почти всех. В отместку немцы сожгли Самарское, расстреляли несколько человек, включая партизана Кравченко с 16-летним сыном. То есть отряды НКВД кошмарили прилегающую к лесному участку местность, но пришел момент, когда немцы начали выкуривать новомосковских с их насиженных мест к концу декабря, и те стали перемещаться к павлоградцам. Дальше мы зачитаем отрывки Ильи Ветрова из его книги «В лесах под Новомосковском», где он живописно рассказывает, в каком состоянии находились партизаны на тот момент, когда они выходили из леса. Уходить надо было и как можно быстрее. У разрушенных знаменовских землянок мы догнали перещепинцев, а через 10 минут и павлоградцев. Вместе 3 отрядами двинулись в сторону Кочережек, на летние дачи павлоградцев, куда, как заверял Кабак, каратели и носа не сунут. Отряд Кабака за несколько дней до этого уже покидал Новомосковский лес, перебазировавшись в родные места. Но вскоре натиск карателей заставил павлоградцев снова соединиться с главными силами партизан, в составе которых они приняли участие в описанном выше лесном бою. Тревожно завывал холодный ветер. Его внезапные порывы поднимали такую массу снежной пыли, что на некоторое время все исчезало – лес, люди и небо. Холодный ветер налетал с разбега, хлестал по лицу, обжигал руки и забирался под ветхую одежонку, растекаясь по телу. Мы не шли, а если можно так выразиться, плыли в глубоких сугробах, часто проваливаясь по самый пояс. Очень тяжело было идти. «Скоро и наши дачи», – ободряюще сообщил Ковнер. Минут через 10 среди густого дубняка показалась небольшая поляна и едва заметное возвышение среди снежных сугробов. «Вот они, наши летние дачи», – с невеселой усмешкой представил Вишняцкому свои владения гостеприимный хозяин, комиссар павлоградского отряда Григорий Данилович Ковнер. «Не осудите, чем богаты, тем и рады». «Зачем осуждать, товарищ Ковнер, и за это спасибо», – сказал Вишняцкий и вместе с Шахновичем принялся размещать людей. О том, что это было за дачи, стоит сказать несколько слов. Шалаш не шалаш, ни землянка, ни чум. Что-то среднее между ними. Неглубокий, сантиметров 50-60, не больше котлован без деревянного настила. Опоры стропила не внушали особого доверия. Крыша из плотно уложенных веток, на них тонкий слой земли. Вместо дверей узкая щель, закрытая брезентом. Отопления никакого. Каждый коттедж в кавычках был рассчитан на 5-6 человек, но командиры отрядов вселили человек по 10-15. Нетрудно представить, какая создалась теснота. Но, как говорится, пусть тесно, лишь бы тепло, а тепла как раз и не хватало. Дуло со всех щелей. Снежная пыль покрывала толстым слоем стены, оружие, вещевые мешки. Метель не утихала ни на мгновение. В заунывный вой ветра вплетались какие-то протяжные звуки. Холод, да еще какой. Что на дворе, что в землянке одна температура. Скорчившись, лежали партизаны, согревая дыханием окоченевшие пальцы. «Градусов 30 будет?» – спросил неизвестно у кого Степан Мусийко. «Наверное, будет», – подал голос Засвичка. Было это 27 декабря. На второй день нашего пребывания на павлоградских дачах у партизана Дорошенко начали белеть щеки.
За селом виднелась извилистая лента Волчьей. По ту сторону речки заросли высокого камыша, за ними на несколько километров молодые дубравы. Именно здесь, совсем рядом с карателями, скрывались партизаны. Каждый день с утра и до сумерек гитлеровцы прочесывали лес, обстреливая из пулеметов и минометов каждый кустик. Однажды они совсем близко подходили к нам. Мы слышали их громкие выкрики. Ходили, искали, но так и не обнаружили партизан в лесу. Выручил глубокий снеговой покров, сгладивший следы и очертания землянок. Фашистам и в голову не приходило, что те, кого они ищут много дней, по всей округе у них под носом и слушают московские передачи. Нелегко было восстанавливать связь с Москвой. Хорошо потрудились радисты и особенно предприимчивый упорный Цыганенко. Он сумел быстро наладить на новом месте приемник, и мы с жадностью ловили Москву и другие советские станции. Они сообщали отрадные вести с фронтов Отечественной войны. Немцы отступают от Москвы. Освобожден Тихвин. Наши войска на центральном участке фронта очистили от врага сотни населенных пунктов. Гудериан с его танковой армией разбит под Тулой. Вот это да! Кричал взволнованный Трактовенко, и в глазах его искрились радостные огоньки. Это же чудесно! Петя, ребята, это же наступление, настоящее наступление! Радостно шумели мы на всю землянку. Леня Островский, тот достал из планшетки какую-то дорожную карту и стал промерять патроном расстояние от Кочережек до Ельца, Клина, Яхромы, которые упоминались в сводках, словно собирался завтра отправиться туда пешком. Все эти тяжелые дни мы только и жили успехами Красной армии. Они нас подбадривали, поднимали дух. Слушая московские передачи, мы забывали обо всем на свете, о голоде, холоде, даже о фашистах. Казалось временами, что на всем земном шаре есть по крайней мере сейчас два главных населенных пункта. Село Кочерешки у речки Волчьей, где мы отдыхали на дачах, в кавычках, и Москва, где работал Центральный комитет нашей партии. Большое впечатление на партизан производили специальные партизанские и особенно детские школьные передачи. Выступали пионеры, рассказывали о своих планах встречи Нового года, а говорили о Деде Морозе, о елках. Конец цитаты. То есть вы уже представляете эту жуть. Сидят в лесу оборванные люди в истоптанной обуви, одна пара белья на каждого, обмороженные, голодные, и меряют расстояние патроном от Кочережек до Ельца, подбадриваясь пионерскими радиопередачами, вместо того, чтобы думать, как быстрее выбраться из этого ада, пока еще оставались какие-то силы, при том, что с ними еще находились и женщины. Продолжаем цитировать Ветрова. 30 декабря одна из колонн эсэсовского батальона, возвращаясь из лесу, случайно набрела на след наших разведчиков, которые накануне возвратились из Кочережек. За ночь метель улеглась, стало тихо, прекратился снегопад. С утра выдался ясный безоблачный день, весело искрился снег. Лес, который поначалу казался густым и непроходимым, за 4 дня словно поредел. Наверное, по следам наших разведчиков и пришли к землянкам каратели. Сзади и правее послышалась нарастающая трель автомата. Затрещали пулеметы, но нам удалось вовремя покинуть дачи. В бой с фашистами не ввязывались. Это не входило в наши расчеты. Отходили, петляли по лесу, не подпуская врагов близко к себе. Крепчали морозы. Голодные, до предела физически истощенные люди едва передвигали ноги. Пули визжали над головой. Немцы шли развернутым подковообразным строем, намереваясь окружить нас. Но последнюю минуту, когда кольцо могло замкнуться, мы успели выскользнуть из него и даже немного оторваться от преследователей. В 3 часа дня лес снова наполнился воем мин и треском пулеметов. Мы натолкнулись еще на одну, третью колонну карателей. Вот бегут в полный рост гитлеровцы в шинелях мышиного цвета. Навстречу поднялось несколько партизан и стали бросать гранаты. Взрывы следовали один за другим. Тем временем основные силы уходили дальше. Чтобы сбить фашистов с толку, мы разделились на несколько групп. У обгоревшей ели стоял Павел Кабак и не спеша перезаряжал револьвер. «Никуда не денешься, придется расставаться», — сказал он стоявшему ряду Ефиму Бабенко. Тот выбивал из трубки табачную золу и молчал. Подошли Шахнович и Миненко, суровые, молчаливые. Прикурили, еще долго стояли, о чем-то разговаривая с Кабаком.
Я смотрел на них и думал, какие чудесные люди наши командиры, коммунисты, чьи разум и воля не раз выводили нас из, казалось бы, безвыходных положений. Снова выстрелы, шипенье мин. Нужно было немедленно уходить. Кабак, Бабенко, подошедший вскоре после разговора Ковнат, попрощались с Шахновичем и Миненко и повели свой отряд вправо, чтобы к вечеру снова вернуться в свои землянки. Конец цитаты. Итак, только 30 или 31 декабря, когда их люди истощились и почти у всех обморожены ноги, их чудесные командиры задались запоздалым, по крайней мере на месяц, вопросом, что они до сих пор делают в этом лесу. Продолжаем цитирование. Как сохранить отряд, людей, вооружение? Оставаться и дальше на своих старых базах, но где укрыться в таком лесу, да еще зимой, когда можно проследить каждый шаг, уйти в степь? Это только и ждут немцы, выловят и передушат, как сусликов. Сидеть, ждать, пока тебя схватят и повесят на первом суку? Может уйти дальше в лес? Мы уже пробовали это. Что получилось на павлоградских дачах, читателю известно. Пробираться через фронт? Но фронт далеко, где-то под Изюмом, Барвенково. Посланные в Старобельск штабные разведчики так и не вернулись с задания. Когда в штабе партизанских отрядов всесторонне обсуждали создавшееся положение, Жученко, Возниченко, Калиниченко и другие работники штаба пришли к решению вывести отряды из леса. «Немцы проведут свою акцию, — сказал Панченко, — и сочтут, что с партизанами покончено, а мы снова появимся в лесу». Возможно, к тому времени, поддержал секретаря Новомосковского райкома партии товарищ Калиниченко, Красная армия прорвет фронт на левобережье и подойдет к Днепру. Конец цитаты. Что мы видим? Надежды на лучшее, когда действительность стучится в окошко. Чудесные командиры держали в лесу своих обмороженных бойцов, подбадривая их сказками о том, что надо немножко потерпеть. Красная армия уже наступает, выйдем из леса, и нас встретят свои. А Оберст, Чаммер и фон Бассевиц улетучатся сами по себе. И тут был такой момент, который одни понимали, а другие нет. Если называть вещи своими именами, то все эти партизаны были крайне токсичны для местного населения на тот период времени. Они входили в лес при одной власти, а выходили при другой. Членам отряда НКВД предстояло выйти на открытую местность, где им никто ничего не был должен. Села были напичканы немецкими войсками, а на столбах висели объявления, что с каждым, кто встретит партизан и не сдаст их, разговор будет короткий – расстрел. И это были не пустые угрозы. Так вот, самому Ветрову со своими товарищами удалось остаться живыми только потому, что они это четко осознавали. И 3 суток, хотя и голодные, и потрепанные, они бродили по степям, а села обходили 10-й дорогой, прятались в скирдах необмолоченной пшеницы. Но когда они выдержали и зашли в чью-то хату, и только поднесли ложки ко рту, забежала перепуганная хозяйка: «Ой, лишенько, тікайте, хлопці, німці до мене йдуть», то они схватили по куску хлеба и ходу, перемахнули через плетень и в балку, за село. Еще одна мучительная январская ночь в открытом поле. И так перебежками до Магдалиновки, где хозяин хаты внезапно ненавидел коммунистов. И, наверное, для этого у него были все основания. Но это уже было далеко от Новомосковского леса, 40 километров, где уже не было такой бдительности. Да, там их сдали полицейским, но им повезло. Старший полицейский их отпустил, и за это в скором времени его расстреляли. Вот такая страшная, смертельная игра, но чтобы выжить, надо было соблюдать одно правило: минимум контактов с местным населением, при крайней необходимости, тайно и коротко, ясно осознавая, что все, с кем они заговорят, подвергают себя смертельной опасности, отдавая предпочтение своей собственной жизни. Теперь возвращаемся к нашим павлоградцям. Розказ жительниці Кочережек. Саме тоді, 31 грудня, на світанку до хутора Ставки наблизилась групка партизанів, яка вийшла з Кочерезького лісу. Партизани підійшли до хати Івана Верещака і попросились погрітись. Конец цитаты. «Долго я искала, где этот хутор Ставки, и мне помог в этом Юрий Ляшенко, краезнавец из Кочережек. Как я поняла, это Новотроицкая, вот на карте его видно». Жена
Верещака Параска Тарасівна розказує следующее. До двору увійшло 7 у цивільному одязі. Вони сказали, що повертаються з німецького полону з-під Києва. 3 зразу пішли в хутір, а 4 залишилися. Повечерявши, 3 одразу заснули, а 4 вдивлявся у вікно, через яке було видно дорогу з хутору до Кочережок. Конец цитаты. Воспоминания Федяновича. 30 декабря на бригадный двор пришли 3 человека, шутили и расспрашивали о жизни. Видно было, что главный чернявый, высокий, одеты по-зимнему. Попросили дать им подводу. В это время подошел завхоз Иосиф Прохорович Васько. С ним и разговаривал старший. После этого они ушли в дом Верещака. Конец цитаты. В общем, вы уже обратили внимание. Павлоградцы зашли в хутор в открытую и даже просят подводу. Свидетели вокруг море. Понятно, что кто-то из них увидел и сообщил Кочережке, и неважно кто. Продовжуємо цитувати. Через деякий час німці оточили подвір'я, серед них жінка бачила і Федяновича, і в цей час партизани відкрили вогонь. Параска Тарасівна побігла до сусідки, але побачила і там німців, серед яких був і Осташко, який розпорядився запалити хату. Жінка кинулася до нього і почала просити не палити хату, бо в ній залишилося 3 малих дівчаток. Осташко дозволив забрати дітей. Коли вона переступила поріг, вона побачила 2 вбитих партизан, 3-го було важко поранено, а 4-й сидів у кутку і тримав пістолета. Він запитав, що там. Жінка зрозуміла це коротке запитання і теж відповіла. З усіх боків чекають. Потім партизан показав, де були сховані діти. Мати кинулась до дітей і в цей час пролунав постріл. Коли обернулася, то побачила, що партизан повільно падає на долівку, і зі скроні червоною цівкою стікала кров. Конец цитаты. Через день на хутор Ставки вышел еще один партизан из леса и зашел в чью-то хату. Понятно, что хозяин тут же отвел его к старости, который привел партизана к лежащим трупам, и тот всех перечислил поименно и назвал себя, его тоже расстреляли. Верещака и его жену после войны привлекли к суду. Хотя я представляю, что пережила эта женщина. Но ей пришлось еще и в лагерях отрубить за то, что приютила партизан. Прошли годы, пишет Нина Агафонова. Возвратившаяся после отбытия срока хозяйка то ли забыла, то ли не хотела показать место захоронения останков. Как видим, никакого сочувствия к этой женщине, ни слова о том, что стало с ее осиротевшими детьми. Она должна была погибнуть вместе с партизанами, и тогда советская власть дала ей медаль посмертно. Илья Ветров пишет, в октябре 1966 года в Новотроицком, метрах в 150 от хаты Ивана Верещака, где в январский день 1942 года разгорелся бой партизан с фашистами, разрыли старый окоп и нашли останки 5 погибших. Тела 4 опознали: комиссара Павлоградского отряда Григория Ковната, заместителя командира Алексея Скибы, партизан Исаака Бродского и Григория Балюнова. 7 октября 1966 останки героев, отдавших жизнь за родину, были перевезены в Павлоград и с воинскими почестями похоронены в братской могиле. Конец цитаты. Теперь об оставшихся 3 из отряда Кабака. Это были сам Кабак и еще 2. Вернемся ненадолго к нашему материалу о Чукмареве. Там я говорила, что, вероятно, Чукмарев был связан с партизанами через своего командира Булейка, потому что, по всей видимости, они вместе после окружения под Киевом направились ближе к дому, потусили с партизанами, и где-то в январе-феврале Чукмарев появился в Соленом, и потом оказалось, что у него связь с новомосковскими партизанами или подпольем, я не знаю, как это правильно называть. Все термины перепутаны. И я там сказала, что дальнейшая судьба Булейка неизвестна. Так вот, те 2, что ушли с Кабаком в Еленовку, поближе к Лозовой, чтобы перейти линию фронта, были Гурий Ляшенко и тот самый Иван Семенович Булейко, который стал заместителем новомосковского командира Жученко, но сдружился с Кабаком, поэтому с ним и ушел в Еленовку. Пришли эти 3 туда поздно вечером,
имея еще вроде бы и задачу поквитаться с каким-то предателем. Они направились к старости Еленовки Власу Терещенко и, не поверите, попросили подводу. Ошарашенный Терещенко пообещал к полночи дать им подводу, потом повел Кабака и Булейка к конюху Морозу и сказал ему, что это люди с кочерешских хуторов, не путать с селом Кочерешки, где они работали на окопах и им надо отдохнуть. Ляшенко пошел на отдых в другое место и рассказал Терещенко, кто они на самом деле. Дальше путанное свидетельство было примерно так. Оружие Кабак и Булейка спрятали в сарае, и Костенко, соседка Терещенко, его нашла. Опять, как видим, масса людей задействованы, и с воображаемым дулом пистолета в затылке ходят с десяток человек. И кто-то из них, естественно, сообщил властям о ночных гостях, опять же, неважно кто. Понятно, что в полночь немцы пришли к хате Мороза, вывели Кабака и Булейка во двор, поставили их у стенки сарая. Они бросились бежать. Кабака убили на месте, Булейка ранили. Кабак лежал до вечера, пока его не похоронили. А Булейка и Ляшенко повели в Сергеевку. И по дороге в Павлоград за обозным заводом обоих расстреляли. Терещенко, который сам чуть не пострадал, взял на поруки староста Сергеевки. А Костенко потом осудили на 25 лет. После отбытия наказания он проживал на хуторе Шевченко. Канал Ірини Коновець-Поплавської. Не уцелели и те, кто вылавливал павлоградских партизан. Георг фон Бассовиц умер 31 января в Магадане, а командира 213-й охранной дивизии бригады фюрера СС Эккарта фон Чамера и Остена приговорили к смертной казни 3 года раньше, 28 января 1946 года в Киеве. Публичная казнь состоялась на следующий день в 17 часов. Деревянный эшафот возвели в центре Киева на площади Калинина, теперь это Майдан Незалежності.